Привет, Арми. Вы когда-нибудь замечали, как Тэхён и Чингук могут меняться за считанные секунды, когда один проявляет привязанность к другому? За кажущимся беззаботным смехом и шутками скрывается нечто более глубокое – взгляд, легкая реакция или улыбка, которая внезапно исчезает. Они не просто два экспрессивных айдола, но и две личности, которые неосознанно проявляют самую человеческую сторону любви и обладания – ревность. Не просто ревность, это собственническая ревность, которая возникает, когда один из них видит, что другой получает внимание или ласку, которые должны казаться своими. От быстрого взгляда до смены отношения, которую трудно игнорировать, эти маленькие моменты раскрывают глубину их связи, потому что за каждым смехом стоит чувство, которое они пытаются скрыть, и за каждой улыбкой, сдерживающей слова, стоит сердце, трепещущее от страха потери. Это история собственнической ревности Тэкука, тонкой, но настоящей, нежной, но жгучей, и слишком искренней, чтобы их игнорировать. Всегда говорили, что Тэхён и Чингук, как правило, довольно выразительны в своих чувствах, когда они их испытывают. Однако редко вспоминают случаи, когда они не раз делали то, что было слишком сложно игнорировать, до такой степени, что их ревность была очевидна в их действиях, чувствах и мыслях. Потому что они никогда не могли скрыть того, что видели их глаза. В день их групповой трансляции после 2 лет бездействия Тэхён хотел сказать что-то, связанное с его военной службой. Другие участники предложили ему сначала спросить Намджуна прямо на ухо. Когда Тэхён наклонился и прошептал Намджуну, что он хотел спросить, Чингук посмотрел на них с едва скрываемым выражением лица. Хотя остальные участники тоже ждали, пока Тэхён закончит свой вопрос, только Чингук, казалось, спонтанно отреагировал на их близость. Возможно, дело было не в том, что Тэхён разговаривал с Намджуном, но потому что собственная реакция Чингука показывала, насколько он был тронут этой близостью. Как бы он ни пытался этого избежать, ревность в его глазах и то, как он себя вел, было действительно трудно избежать. Просто посмотрите, как тело Чингука отреагировало на это взаимодействие. Возможно, у некоторых людей другое мнение, и это совершенно справедливо. Дело было не только в Намджуне. Мы уже знали, что когда тэкуки выражают ревность, это довольно распространенное явление. Они просто, кажется, не могут это контролировать. Но даже несмотря на это, то, как Чингук отреагировал в этот раз, все равно удивило меня. Это напомнило мне тот раз на Run BTS, когда Тэхин и Хобби должны были смотреть друг другу в глаза, бросая вызов, чтобы увидеть, кто из них сдастся первым. Хобби был так близко к лицу Тэхена, что было очевидно, насколько они близки. Тэхин остановил Хобби, когда тот попытался приблизиться, но на самом деле не отстранился. Тем временем Чингук наблюдал за каждым движением и близостью с выражением, которое было трудно игнорировать. Самое забавное, когда Хобби начал приближаться к Тэхёну, Чингук сначала неловко рассмеялся, но затем его выражение стало совершенно серьезным, как будто он больше не мог притворяться, что все в порядке. Ревность, столь явная на его лице, дала нам понять, что Чингук действительно не может этого выносить. Когда они снова играли, и испытанием было не уронить куклу Тэхёна, Чингук, казалось, перестал веселиться, как только увидел, что они взаимодействуют. Дело было не только в том, кто был его противником, дело было в его неконтролируемой ревности, счастье и привязанность, которые Тэхён показывал Хобби, заставили Чингука делать незабываемые выражения и действия. Затем, когда Чингука попросили поднять рубашку, как в хореографии Fake Love, и он сделал это без колебаний, чтобы порадовать фанатов, Тэхён тут же бросил на него очень серьезный взгляд. Было ясно, что взгляд был направлен на него после этого действия, как будто Тэхён был недоволен. Чингук заметил этот взгляд и ничего не мог поделать, кроме как притвориться, что его ругают. Тэхён, к его удивлению, тут же отвел взгляд, сделав суровое выражение лица, а Чингук просто рассмеялся над тем, как тот расстроился. Словно Чингуку нравилось наблюдать, как Тэхён проявляет свою собственническую сторону. Было одновременно удивительно и смешно, как Тэхён мог так бурно отреагировать на такую мелочь. Даже во время их второй групповой трансляции на пляже Лос-Анджелеса, когда Чингук держал камеру, чтобы все участники могли поместиться в кадре, Тэхён повернулся и обнял Джина мило и игриво, но выражение лица Чингука, увидев это, не было радостным. Более того, Чингук даже не потрудился повернуть голову, чтобы увидеть эту сцену. Он словно решил не видеть ее напрямую, сдерживая собственные чувства, наблюдая, как Тэхён обнимает Джина. Движения его губ и бегающие взгляды явно что-то указывали. Когда Чингук проверил положение камеры, стало ясно, что он старается не смотреть прямо на Тэхёна и Джина.
Однако, когда Тэхён снова крепко обнял Джина, Чингук все же оглянулся, чтобы увидеть, что происходит, а затем быстро отвел камеру и снова посмотрел на них. И хотя мы не можем быть уверены в том, что именно произошло, и, возможно, это лишь наше собственное восприятие, никто не может отрицать, что Чингук действительно смотрел на них. Когда он посмотрел в камеру, а затем перевел взгляд на Тэхёна, его взгляд, казалось, задержался на нем, доказывая, что ревность была настоящей. Хотя, возможно, и не такой преувеличенной. То же самое было, когда Чингук и Джин соревновались 1 на 1 в Run BTS, им приходилось тянуть друг друга, пока один из них не упал. Тэхён, который до этого казался веселым во время игры, внезапно потерял веселое выражение лица, узнав, что Чингук и Джин будут соревноваться. Пока все смеялись над ним, Тэхён оставался стойким и скованным, его трудно было не заметить. Даже когда Чингуку удалось повалить Джина и сесть на него сверху, потеряв равновесие, все громко рассмеялись, но Тэхён оставался безразличным, просто глядя на них нехарактерным для него взглядом. Такие реакции всегда заставляли меня задуматься, как он мог потерять самообладание, просто увидев их слишком близко. И хотя в то время подобные реакции были довольно распространены, я все же был удивлен, насколько более контролируемыми они стали сейчас. Например, когда Тэхён хвалил своего тренера и благодарил его за наставление, было очевидно, что Чингук внимательно слушал. Когда Тэхён упомянул, что мало тренировался с другими тренерами, включая Чингука, Чингук заерзал на стуле, глядя в сторону с серьезным выражением лица, словно пытаясь не обращать слишком много внимания на происходящее. Однако, когда тренер поблагодарил Тэхёна, Чингук почувствовал необходимость что-то сказать. Он просто сказал, что многому научился у тренера, ничего больше не добавив. Когда Тэхён посмотрел на него и кивнул, Чингук медленно отошел, подойдя к Тэхёну и остановившись прямо посередине между ними. Хотя Тэхён дружески похлопал друга по плечу, Чингук просто стоял, казалось, не мог успокоиться. Несмотря на все эти моменты и очевидную близость BTS, очевидно, что ревность – неизбежное чувство. Это не значит, что им нет дела друг до друга или что они не рады видеть другого участника счастливым. Мы знаем, что любовь и братство внутри Бэнгтон – это связь, которую невозможно стереть. Однако, видя, как они иногда пытаются сдержать себя, когда один становится слишком близко к другому, мы не можем просто игнорировать, потому что ревнивый Тэкук – это самое искреннее, что мы можем увидеть. И в конечном счете, то, что делает Тэхёна и Чингука такими пленительными, это не только их близость, это то, что они чувствуют друг к другу, даже молча. Каждый взгляд, случайно пойманный на камеру, каждый, казалось бы, обычный маленький жест, оказывается, что он имеет гораздо более глубокий смысл, чем просто беспокойство. Их собственническая ревность – не признак слабости, это отражение настоящей привязанности, страха потерять того, кто значит для них слишком много. В мире, полном сценических огней и ликующих фанатов, они продолжают проявлять свою самую человечную сторону – желание быть единственным домом друг для друга. Потому что в конечном счете, сколько бы любви они ни дарили миру, ясно лишь одно – для Тэхёна и Чингука это чувство принадлежности не просто чувство, это доказательство того, что их любовь жива, реальна и слишком глубока, чтобы ее скрывать. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of